Дорогие друзья, всем доброго раннего утра. Скоро будет утро. Я работаю, мне не привыкать. Этот ритуал создан на основе традиции грузинской магии. Я хочу этот маленький ритуал, но очень сильный, подарить вам. Итак, 3 свечи. Зажигаем 3 свечи. На алтарь нужно разложить украшения, деньги, все, что олицетворяет богатство. Кто не понимает, что такое алтарь, пожалуйста, набираем алтарь, ведьмина изба и смотрим внимательно, чтобы миллион раз мне не задавать вопрос, что такое алтарь, для чего, что и так далее. 3 свечи нужно зажечь, 3 раза прочитать и оставить. Эти свечи должны догореть, хотя бы до половины, может быть, чуть больше, ничего страшного. Потом эти свечи забрать, соединить воедино и хранить либо дома, либо в офисе, где вы работаете, либо в магазине, в ресторане, в кафе, что у вас есть в собственности. Это для удачного бизнеса. Повторять нужно раз в 2 недели хотя бы. Можно вначале раз в неделю, чтобы это все укрепить. Тогда у вас клиентов не перетянут, конкуренты вам ничего не сделают, всякие службы не замучают и так далее. И будет идти поток денег. Именно на удачный бизнес. Время от времени проведите. Если у вас магазин не будет воровства, если у вас в кафе не будет лишних проблем, не будет каких-то недовольных клиентов, жалоб и прочее. Вы сами знаете, сколько гнилых тварей на земле и как они любят трепать кому-то нервы. Поэтому время от времени оберегайте свой бизнес от подобного. Именно бизнес, то есть люди, которые ведут свое дело. Перевожу с английского бизнес – это есть дело. Итак, на грузинском. Я предварительно записала, потому как немного устала, чтобы не сбиваться. Я включу записи несколько раз. Не буду долго объяснять, что и как. Уже много раз говорила, что, создавая на разных языках, я делаю это по той причине, чтобы люди, у которых различные энергии, у кого-то с чем-то совпадет. И, знаете, не обязательно быть грузинами по рождению или по крови, чтобы у вас получился грузинский ритуал. Весьма хорошо получается и у людей совершенно далеких от кавказских кровей. Вот совпало и получилось. Итак, включаем. Еще раз напомню, что либо вы записываете с моих слов, либо ждете, пока Яна выложит ритуал. Я попрошу никого эти ритуалы никому не печатать и не выкладывать. По той причине, что в сыром виде разойдется по интернету. Это не нужно. Нужно, чтобы было объяснение и прочее. Поэтому подождите, не надо ничего делать. Кто знает язык для себя, напишите и пользуйтесь. А кто не знает, подождите несколько дней. Итак, читаем 3 раза. Сейчас, секунду. Чем саме пуши, чем сахши, триствис, адгили арарис, ак марто чеми ихбали цховробс, мдидари, беди ак мепопс, сам сантел савантеп, сам ჯერ ვეთყვი, ჩემ სახში იმდენი ფული იყოს, რომ არ ვიცოდე, სად კი დავმალო. ჩემ სახში იმდენი ოქრო იყოს, რომ ზანდუკებში ადგილი არ დარჩეს. ჩემ სახში მდიდრობა და ბედნიერება იყოს. დამილოცებედო. Аминь.
Читать можно и дома, и в том месте, где вы работаете. В любом случае, и там, и тут нужно произносить именно эти слова. Это для тех, кто знает язык. Сахли– это дом. Без разницы, где вы это проводите. Слова очень сильные. И поверьте мне, что если часто будете проводить, у вас действительно и реально некуда будет прятать и класть ни золото, ни серебро, ни деньги. Придет такой момент. Дары, обновы некуда будет ложить. Начнем еще раз. Чем саме փոշի, чем սախշի, տրիստվիս, ադգիլի արարիս, ակ մարտո չեմի իղբալից խովրոպս, մդիդարի, բեդի ակ մեփոպս, սամ սանթել սավանթեպ, սամ ջեր վետխույ, чем սախշի իմ դենի փուլի իղոս, ռոմար վիցոդե, սատկի դավմալո, чем սախշի իմ դենի օքրո իղոս, Ռոմ զանդուկեպշի ադգիլի արդարչես, чем սախշի դիդրոբա դա բեդնիուրոբա իղոս, Тамилоце бедо. Амин. Чем саме փոշի, чем սախշի, տրիստվիս, ադգիլի արարիս, ակ մարտո չեմի իղբալից խովրոպս, մդիդարի, բեդի ակ մեփոպս, սամ սանթել սավանթեպ, սամ ջեր վետխույ, чем սախշի իմ դենի փուլի իղոս, ռոմար վիցոդե, սատկի դավմալո, чем սախշի իմ դենի օքրո իղոս, Ռոմ զանդուկեպշի ադգիլի արդարչես, чем սախշի դիդրոբա դա բեդնիուրոբա իղոս, Тамилоце бедо. Амин. Если эти свечи кто-нибудь найдет, силу потеряет ритуал. Просто повторите. Перед тем, как сделать еще по новой этот ритуал, эти свечи, старые, прежние из того ритуала, просто выкиньте, они потеряли силу. Чем откупиться? Делайте добрые дела. Вам дает судьба возможность жить хорошо, и вы кому-нибудь помогите. Кошкам, собакам, уже 100 раз сказано. Где-нибудь покормите, кому-нибудь помогите, дайте там, устройте на работу, если есть возможность. Делайте добрые дела, откупитесь добром. Да, если потеряется эта свеча, не сможете найти перед вторым ритуалом, то есть следующим, когда будете опять проводить, опять же, ничего страшного. Оно просто теряет свою силу тогда, когда вы проводите новый ритуал. Да и вообще может терять силу в течение 2 недель, там, месяца, уже теряет силу. Надо обновлять. Хотите, чтобы у вас был удачный бизнес, вам придется время от времени делать эти ритуалы денежные, обновлять, защиту читать и так далее. Ну а как вы хотели? Так надо. Это же не сложно. Лучше уж, знаете, как немножко напрягаться и поддерживать эту силу денег, чем потом напрягаться и избавляться от врагов, напрягаться и ездить по судам. Так изначально лучше начитывать, немного времени в день, там час потратить на то, чтобы у тебя была процветающая работа и твое дело пошло вперед, чем потом месяцы, годы тратить на то, чтобы выгребать всякие проблемы от конкурентов, от нелюдей, от тварей всяких и прочее. Согласны? Лучше вначале напрячься и жить хорошо, чем потом напрячься и исправлять эти ошибки. Всем удачи!